Привет, друзья! Сегодня приготовим ароматную чесночную пампушку, которая идеально подойдет к вашим любимым супам или просто как вкусный перекус в любое время дня. Обязательно ставьте лайки, если вам понравится данное видео. А мы не теряем больше времени и погнали готовить! Начнем, как всегда, с самого главного – с теста. Потому что именно хорошее тесто делает пампушку по-настоящему мягкой, нежной и воздушной. В миску отправляем прессованные дрожжи. Если вы используете сухие, берите их в 2,5 раза меньше, чем я укажу в рецепте под видео. Добавляем молоко. Его предварительно подогреваем, но оно не должно быть горячее, чтобы не жечь наши дрожжи. Как легко проверить температуру молока? Отпускаем палец. Если можно спокойно держать палец в нем, значит температура идеальная. Добавляем сахар, самый обычный. Так дрожжи начнут работать быстрее. Хорошо перемешиваем венчиком, чтобы дрожжи растворились полностью. После этого добавляем муку. Я беру муку со силой W220 и протеином 12%. И обязательно я ее просеиваю. Добавляем соль. Это важно для баланса вкуса. Где-то 2% от количества муки, который мы берем для нашей пампушки. Начинаем все это перемешивать. И после этого мы добавляем подсолнечное масло. И нам нужно замешать тесто. Тесто должно получиться гладким, мягким и эластичным. Оно не липнет к рукам, легко собирается в шар и хорошо держит форму. Если слегка нажать пальцем, вмятина быстро выравнивается, и мы сразу начинаем формировать шарики одинакового размера, каждый по 35-36 граммов. У меня получилось 16 шариков, и я их накрыла с помощью пленки, чтобы они не обветрились на воздухе, потому что нам нужно теперь подготавливать нашу форму. Ее нужно смазать маслом и присыпать мукой. Этот метод называется французская рубашка. Он гарантирует нам, что наша выпечка выйдет с первого раза после выпекания. Выкладываем шарики в нашу форму, оставляем между ними расстояние, чтобы было место для их роста. Наша пампушка уже готова, и теперь нам нужно ее оставить на расстойку, пока наши шарики не увеличатся в объеме. Обязательно нам нужно их накрыть пленкой, чтобы они не обветрились. Наша пампушка уже готова. Посмотрите шарики, насколько они увеличились, где-то 2,5, если даже не 3 раза. Теперь нам нужно их отправить в духовку при 200 градусов на минут 25-30. Все зависит от вашей духовки. Сверху мы ничем их не смазываем. А пока они там отдыхают и жарятся, мы приготовим с вами чесночную замазку. Берем несколько зубчиков обычного чеснока, а для более интересного вкуса добавляем черный чеснок. Я уже рассказывала о нем в прошлых видео. Все пропускаем через пресс. А если его у вас нету, можете натереть на мелкой терке. Из зелени я беру укроп. Мелко-мелко нарезаем его с помощью ножа и добавляем к нашему чесноку. Добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла и 2-3 столовые ложки водички. Все хорошо перемешиваем и даем настояться. Ребята, если вам понравился сегодняшний результат нашей пампушки, то обязательно поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!